Довязали наши 3 детали внутренней части крыла. Теперь по мере того, как вяжем, прикладываем, вот, чтобы убедиться, что детали одного размера. И третья деталь. Вот. Вот здесь я отмечу сразу низ, чтобы не спутать. То есть это низ, который будет вот сюда пришиваться. Вот сюда низ. Теперь вот эти ниточки с помощью иглы, остатки, заправляем в детали, прячем их и будем соединять. Вдели ниточку в иголку и вот сюда прячем. Потом по этой линии мы будем пришивать крыло. У нас как раз ниточка хорошо закрепится. Спрямляем. Лишнее отрезаем. Вот так выглядят наши детали. Если здесь из-за плотности вязания немножко отличается длина, это ничего страшного. Здесь все равно таким образом связано полукруглые линии, чтобы крылышко вот так вот было, немного прогиналось, чтобы не было просто ровным полотном таким. Поэтому в процессе скрепления где-то вы можете сделать убавочку, вот, чтобы хорошо все прилегало, где-то чего-то немножечко подтянуть, то есть это не страшно. Приступаем. Вот, когда мы обрабатывали край, обвязывали столбиками без накида, у нас здесь образовалась косичка. Вот, поэтому по изнаночной стороне мы будем вязать столбики без накида, соединять за вот эти петелечки. То есть когда мы их развернем, они будут передние. Вот здесь передняя будет, а здесь задняя петелька. Вот, когда мы тут с вами соединим столбиками без накида, развернем, здесь у нас останутся полупетли с этой стороны
И с этой стороны. И уже не прерывая вязание, мы будем с вами соединять за вот эти оставшиеся полупетли. И так у нас получится здесь соединено. Здесь мы вязали, вязали, вязали. И переходим и соединяем здесь за передние полупетли. Но сейчас в процессе вязания, думаю, будет понятно. Берем деталь изнаночной стороной к себе и прикрепляем нить. Итак, прикрепляем ее не за 2 полупетли тоже, а за переднюю к себе полупетелечку. Вот, за одну. Делаем воздушную петлю. Подтягиваем. И теперь вставляем сюда же крючок и берем соседнюю деталь. То же самое, только здесь это уже будет, если мы смотрим, вот сложим 2 изнаночные стороны, здесь уже за заднюю петлю прикрепляем. Вот. И делаем столбик без накида. Сюда. Дальше здесь смотрим следующая полупетелечка к нам ближе, которая вот она. И здесь получается задняя полупетелечка. Сфокусируется. Так, нить, чтобы была беленькая, мы ее будем ввязывать. Поэтому вот нить сюда. Вот сюда. За полупетелечку. И провязываем столбик без накида. И вот так вот идем, подхватывая по одной полупетле. И таким образом вот полупетелечку. И таким образом соединяем 2 детали, чтобы в конце вот здесь они сошлись. Вот так вот. Продолжаем дальше. Вот немножко провязали. И уже хочу вам показать, как получается. То есть здесь на изнаночке будет красиво.
у нас как перепоночка будет. И вот с этой стороны вот у нас остаются, за задние мы привязали, провязали вернее. И вот остаются передние полупетелечки, вот, за которые мы потом будем точно так же скреплять. Вот они. А эту ниточку мы продолжаем просто сюда ввязывать остаток. Вот, и идем постепенно, чтобы вот здесь сошлись ровненько. Когда ниточку вот эту белую, начало вязания, мы уже сюда вязали, стало уже намного удобнее вязать. Уже сразу прикладываем, и видно полупетелечки. Удобнее просто показать. То же самое продолжаем. Вот одну полупетелечку захватили. И следующую. Снова одну. И следующую. Одну. Вот полупетелечка. Следующую. И довязываем вот сюда до края, до уголочка. Одна. Еще. Детали иногда могут отличаться по длине тоже, по размеру, из-за разной толщины нитей. Казалось бы, это мин и та ниточка, но по плотности они отличаются. Поэтому, если такое происходит, что детальки одна чуть длиннее, одна чуть короче, это ничего страшного, в процессе вязания это исправляется. Вот сюда уже доходим. Практически довязали. Сейчас посмотрю. Так, раскрываем. Видите, вот тут еще такое идет как сердечко. Вот чтобы это не было, еще парочку петель
можно провязать вот сюда. Сейчас смотрим. Ну, уже в принципе получается вот ровненько. Так, делаем воздушную, когда довязали вот до края. Тут уже смотрите, как вам больше нравится. Еще один стежок сделать или так оставить. Я, наверное, еще один все-таки сделаю. Стежок синий сделаю, наверное, сюда. А вот фиолетовую сделаю следующий. Сделала в тот же. Вот синий сюда же сделала, а фиолетовую следующий стежочек, петельку. Да, так получше. Когда довязали до края, чтобы вам понравился, делаем воздушную петлю подъема и вот в эти самые-самые первые петелечки вот берем, соединяем и делаем один. Вот переходик такой получается кругленький. Видно? Сейчас чуть-чуть провяжем. Один. И сюда же сделаю еще одну петелечку, чтобы получился такой рельеф. Вот. То есть вот такой переход получается у нас с этой стороны. Вот все связано аккуратненько. И переходим на эту сторону. И уже за вот эти оставшиеся полупетли мы их вот так вот вот, чтобы видно было, вот полупетля оставшаяся и вот полупетля, и вот за них, за вот эти полупетелечки мы провязываем до конца. Здесь, когда до конца провязали, сделали закрепочку и нитку оставим, ну, приблизительно сантиметров 15. От центра мы будем начинать пришивать крыло наше к каркасу. Довязываем до конца. Вот немного провязала. Еще раз. Вот захватываем одну полупетельку и захватываем сразу напротив вторую полупетельку, ниточку и столбик без накида. Снова одну полупетелечку и вторую сразу. Столбик без накида. Одну.
и вторую. Так вяжем до конца, вот сюда. И здесь ниточку закрепляем и обрезаем. Оставляем для пришивания сантиметров 15. Вот так выглядит крыло, изнанка. И лицо. А вот эта ниточка, чтобы не мешала, нам нужна будет в дальнейшем для пришивания, я ее просто убираю вот сюда, чтобы не путалась. Так вот делаем. Вот так вот. И вот эту деталь точно так же вот сюда на изнаночную сторону кладем. Вот сюда прикрепляем ниточку. И потом начинаем вот здесь вот сшивать крючком. Здесь будет передняя полупетелька, здесь задняя полупетелька. И потом точно так же сюда доходим, раскрываем и идем по оставшимся полупетелечкам сюда. Здесь уже ниточку обрезаем, то есть да, закрепляем, обрезаем ее и прячем. Прячем вот в такой шов, который здесь будет. Вот то же самое сюда на изнанке прикрепила ниточку и уже провязываем 2 детальки, вот эту ниточку постепенно ввязываем. И то же самое нужно будет нам вот так вот до конца. Эти 2 детальки соединить. Следим, чтобы захватывалось именно по одной полупетелечке, потому что с другой стороны тогда не останется полупетли тоже для вывязывания. Ну, вот так вот получается. Вот дошили. Сюда до конца раскрываем. Так вот. И начинаем снова первые полупетелечки. Делаем сначала воздушную петлю подъема. И теперь вот в эти первые петелечки
делаем 1, делаем 2 столбик и уже идем ниже. То есть как и в предыдущем шве. И так идем до конца. Вот сюда. Здесь ниточку обрежем, закрепим, обрежем и спрячем вот в этот шов. Вот уже подходим к концу. Здесь идет скругление. Так. И сюда же в сиреневый. Еще один. Вот так вот. Такая деталь получается. Вот. Теперь мы вот эту ниточку можем закрепить соединительным сюда. Так, это подтянется при пришивании. Вот такое крылышко получается. Мы закрепляем, вставляем такой длины. Можно крылья постирать, обработать паром, сделать ВТО. Ну, я потом в готовом виде уже немного их отпарю, чтобы просто петелечки стали на место. И чтобы проверить симметрию с крылышком уже, который связан, возьмем и прикладываем. Вот. Симметрично, симметрично. Вот. Симметрично. Так что теперь можно пришивать его вот сюда к каркасу. Ниточку, которую мы оставляли для пришивания, от центра вниз будем начинать пришивать, заправляем в иголку и будем пришивать. Так, примеряем деталь. Здесь от края. И вот сюда.
И пришиваем здесь. Так. Подтягиваем. И пришиваем. Здесь тоже снизу вверх деталь, как обычно. Здесь сверху вниз, снизу вверх сразу. И такими вот маленькими стежочками за каждый ряд пришиваем. И за каждую петелечку. Так. Тут под 2 петелечки я подхватываю крыло, внутреннюю часть, чтобы покрепче было. И вот так идем вот до самого-самого низа. Чтобы не затягивать видео, шьем вот это, пришиваем самостоятельно. Встретимся уже вот здесь вот внизу. Итак, добрались мы практически до края крыла. Тут заканчиваем. Несколько стежков. Так. Так, вот здесь уже в уголочке совсем в конце мы уже закрепляем ниточку. Довязываем. Сзади тоже аккуратненько все получается. Вот спереди закрепляем ниточку. Так вот затягиваем. И прячем ее сюда внутрь. Ниточку лучше несколько раз продевать в разные направления. Так выглядит. Сюда. Теперь сюда. Хотя бы 2-3 раза. Так, еще разок спрячем. Вот сюда.
Ниточку обрезаем. Вот так получается. Теперь точно так же начнем сверху, вот здесь, и пришьем крылышко. Просто будем идти сверху вот сюда вниз. Пришиваем самостоятельно и посмотрим, что получилось. Пришили оба крыла. Вот так выглядит. То есть здесь можно выше поднимать, угол можно разный, то есть уже любую форму можно придавать. Вот, вот такой вот хвост. Сейчас мы вот так вот сюда голову потом прикрепим. Вот, пристегнула лапки, приколола, вернее, чтобы посмотреть, как получается. Вот так вот будет. В следующем видео будем вывязывать детальки вот сюда на шею и животик и пришивать их.